Всем привет! Наконец-то пришла весна, и в наши края тоже. Вот такое чистое небо, крыши тают, снег тает, журчат ручейки везде, здорово, весеннее настроение, прям приятное и тепло. Я, наконец-то, сегодня вымыла свою веранду. Грязи, конечно, за зиму накопилось ого-го. Помыла полы, немножко все протерла. Вот, подготовилась, как говорится, к весне. И вот что тут у меня на этой стенке висит. Вот смотрите, у меня здесь два скворечника. Я их красила, подкрашивала в том году, обновляла. Что я заметила? Естественно, все это выгорает. Это морилка по дереву с последующей лессировкой и белой краской, но тем не менее все это выгорает. Но вот в этом году выгорело не так сильно, как в прошлом. Значит, я хорошо покрасила. Также вот эти мои картиночки висят хорошо, сохранились. Они вот здесь всю зиму висели и прекрасно себя чувствуют. Все эти видео я вам показывала. Сегодня я хочу дополнить эту стенку еще скворечниками. Я в том году также осенью покупала парочку таких, сборных типа конструктора делала. И сегодня я их хочу доделать. Они также зимовали у меня на улице. Вот стояли там на той этажерке белой. Вот. Тут у меня кошка уже загорает. Да, зайка? Ой, кошка тоже на улице хочет. Вот здесь у меня стояли эти домики, скворечники. Я их сегодня хочу доделать, а также сделать еще один, вот как те, но немножко по-другому и его украсить. Вот об этих скворечниках я говорила. Они довольно-таки большие, как вы видите. Покупала я их в виде конструктора на Wildberries. Там таких скворечников очень-очень много. Можно полазить, поискать, выбрать. Но вот смотрите внимательно по размерам, чтобы очень маленькие не оказались. Потому что я покупала кормушки для птиц. И кормушки оказались, очень маленькими некоторые. А этот вот скворечник именно такой же, как те коричневые, которые висят на стене. Этот я покупала в Ашане. Он сборный сразу целиком. Его просто можно красить. А здесь я хочу просто добавить какие-то симпатичные узоры. И также разместить либо на подоконнике на веранде, либо на стенке. То есть это, конечно, чисто декоративные скворечники, которые используются именно для украшения. Птички-то, я думаю, что вряд ли в них будут заселяться. Хотя, не знаю, скворечники довольно-таки большие. Если бы у меня было куда их повесить, я бы, может быть, и повесила. У меня сейчас на моем птичьем дереве пару скворечников с прошлого года висит. Не знаю, будут там воробьи селиться или нет. Так что вот такая сегодня будет небольшая видеозарисовка. Я просто буду украшать вот эти скворечники и размещу их на веранде в качестве декора. Эти домики я раскрашивала разноцветными красками. Это обыкновенные акриловые краски. После этого покрыты акриловым лаком. А этот домик я покрашу коричневой краской, в отличие от предыдущих, которые на стене висят. Там была морилка. Давайте здесь я покрашу темно-коричневой краской. Вот. И потом сделаем какой-нибудь красивый белый трафаретный орнамент. Такие узорчики. Чтобы было какое-то разнообразие, чтобы все домики были сделаны по-разному. Краска наносится довольно-таки легко. Здесь у меня краска смешана с небольшим количеством акрилового лака. Поэтому, в принципе, покрывать эту краску потом лаком уже не обязательно. Если вы смотрели мое видео по имитации чугуна, вот это та самая краска, которую я делала. Она мне вообще очень нравится. Она накладывается хорошо. И ее не надо покрывать вот именно лаком, как я сказала. Посмотрите это видео, оно у меня на канале есть, отдельно выложено. Так и называется: имитация под чугун. Одного слоя краски вполне будет достаточно. Она довольно-таки укрывистая, наносится очень легко и хорошо. Единственное, что она у меня почему-то густовато стала, но, видимо, со временем подсохла. Вот. Вообще пожиже, конечно. Лучше, чтобы она была. Можно добавить просто водички, либо капельку еще акрилового лака. Хуже не будет. И вот таким образом я окрашиваю весь домик целиком. Низ, верх, крышу, все вместе. И просушиваю.
Итак, после того, как краска у меня полностью высохла на домике, я при помощи вот такой шкурки немножечко ее затру. Просто краска поднимает ворсинки дерева, когда ею красишь. Ну вот именно ворсинки и нужно убрать. То есть буквально вот чуть-чуть, и этого достаточно. Также я краской покрасила и вот эти коричневые крыши. То есть просто обновила краску. Заодно у меня вот тут остался скотч. Такой я клеила двухсторонний скотч. На нем был приклеен полиэтилен сверху, чтобы крыша не портилась. Ну вот остались некрасивые такие следы. Я заодно краской также закрасила на обоих домиках, чтобы просто освежить. То есть весна, время обновления. Вот немножечко ремонт произвела. Здесь в основном все хорошо. Больше ничего здесь делать не буду. Уже буду использовать их дальше. Теперь я ко всем этим домикам хочу подобрать трафареты из имеющихся у меня и украсить их красивыми трафаретами. Наносить буду трафареты белой краской, то есть трафаретные узоры, соответственно. Я подобрала почти все трафареты ко всем домикам. Но единственное, вот к большим надо будет по ходу дела уже подбирать. В основном к этому я все подобрала. Значит, смотрите, на крыше у меня будет вот такая вот черепица. Наносить буду краской. Далее, вот у меня вытащилась эта штучка хорошо, поэтому будет проще работать. Значит, здесь я вот такой трафарет сделаю. Боков вот такая вот лошадка. Главное, вверх ногами не прилепить. Буду наносить трафаретный узор краской. Здесь у меня белая акриловая краска. В данном случае это эмаль. Ее потом не надо будет покрывать лаком, что хорошо, поэтому я беру ее. Так, я фиксирую трафарет при помощи малярной ленты, так, чтобы он никуда не убегал. И наносить трафарет я буду трафаретной кистью. Я использую вот такую вот трафаретную кисть, самую обычную. У нее срезанный кончик, это щетина. Обмакнула немножко в краску и вот так отбиваю ее о бумажку. Значит, лучше взять здесь краски меньше, чем вот перестараться и много ее взять. Просто получится тогда подтек под трафарет и получится, просто пятно. Ну все, и вот так вот таким вот движениями трафарет набивается. Вот здесь спешить не надо, лучше понемножку это все делать. Сам узор получается очень четкий, ровненький и именно вот без подтеков под трафарет. В этом как раз вот преимущество кисточки. Итак, я нанесла краску, и теперь, прежде чем снимать трафарет весь полностью, значит, смотрите, лучше с одного бока отклейте, приподнимите и посмотрите, все ли хорошо пробилось. То есть, если где-то немножечко мало краски вам кажется, можно обратно его опустить и доделать. То есть, не спешите сразу весь его отклеивать. Тогда у вас будет возможность работу подправить, если она у вас немножко недоделана. И вот такая у меня получилась классная лошадка.
Теперь домик желтый и зеленый. Здесь я хочу сделать трафаретов по минимуму. То есть у меня цветная краска использована, поэтому не хочу ее сильно забивать. Сделаю только с боков. Вот у меня вот такой вот трафарет есть, тоже мне очень нравится. Он вот здесь я его размещу. Вот. И здесь на передней стороне хотела какие-то узоры, но что-то мне кажется будет перебор. Напишу просто слово «Прованс». Крыша у меня будет коричневая, как и сейчас она есть. То есть вот эти вот черепичные элементы я добавлять не буду. Здесь вот такая будет история. Здесь будет трафаретный узор. Вот такая вот, такой орнамент у меня будет. Ну, посмотрю вообще по ходу дела, потому что вот пока все это подбираешь, не совсем понятно. Когда начинаешь делать, тогда уже картина прорисовывается и становится уже понятно, что добавить или что-то лишнее там у вас получается. Вот, то есть все это по ходу делается. Вот что у меня получилось. Ну вот больше всего, конечно, на коричневом я сделала. А здесь специально сделала трафарет вот для этого отверстия, потому что здесь, конечно, специфические размеры, и все приходится подгонять. Больше, мне кажется, не нужно, либо что-то, может быть, другое похожее можно было сделать. Вот такая простая работа, это совершенно обыкновенный декор, никакого здесь хитрого ничего нет. Просто покрасила деревянные домики, вот, и сделала трафарет. Все. Методом сухой кисти можно сделать дополнительно здесь вот лессировку, то есть нанести краску белого цвета, опять же, на какие-то вот грани, углы, торцы и так далее, по чуть-чуть. Вот, но я решила оставить как есть, потому что в таком виде у меня есть уже домики, хотел что-нибудь другого. То есть обыкновенная, простая такая вот декоративная вещь получилась. Вот такие работы я вам показала, то есть это просто ремонт и небольшое украшение. Надеюсь, какие-то идеи вы воплотите в жизнь в своих работах и что-то такое тоже украсите. А вот так перезимовали мои кормушки. Естественно, зимой они немножко подразвалились. Вся клеенка, которая была сверху, на некоторых оторвалась, улетела и так далее. Но вот некоторые все-таки остались, более-менее нормальные. Но вот смотрю, краска, которая с боков, она совершенно хорошо себя проявила, сохранилась, и все нормально. Птички посещали кормушки постоянно. Дерево, как бы птичье, себя оправдало. Вот так. Ну, естественно, под ними свинарник. Это все понятно, это все буду потом убирать, выметать. То есть уборка предстоит весенняя, как обычно. Сейчас снег растает до конца, и будет уже работа. Уже заодно покажу, как у меня выглядит моя плитка, которую я делала. Видео про это есть на канале. То есть сама перекладывала плитку вот на ступеньках и на этой части веранды. Все прекрасно, все сохранилось, ни одна плитка не отвалилась. И вот смотрите, краска. Вот сколько уже времени, и все прекрасно держится. То есть краска на плитке работает отлично. Главное краску подобрать правильную. Ну и, соответственно, в этом месте она хорошо сохраняется. Ни одна тоже не облезла, ничего не оторвалось. Вот, а домики я пока повесила вот на эту стенку в дополнение к другим. Мне кажется, смотрится неплохо. Вот такая весенняя стеночка получилась. Здесь потом появятся цветочки, и будет все по-летнему хорошо. Кстати, смотрите, какая еще идея есть.
эти домики можно использовать для декора к Пасхе. То есть, смотрите, берете такой домик, ну или похожий какой-то, берете корзиночку, укладываете в нее, ну, какой-то наполнитель типа соломы, вставляете домик, и вокруг можно украсить цветочками, либо яйца положить пасхальные. Будет очень красивая композиция настольная, декоративная, которую потом можно разобрать и вот так украсить какую-то свою дачную постройку. Ту же веранду, беседку или что-то в этом роде. Вот такой у меня получился небольшой видео. Но это не мастер-класс, конечно, это зарисовка такая весенняя. Вот, поэтому можете воспользоваться какими-то советами, идеями. И спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии. Мне будет очень приятно.